Рада вас видеть на своем канале. С вами, как всегда, Наталья Соколова, ваш проводник в мир шоу-бизнеса. Сегодня у меня 3 свежих громких новости. Усаживайтесь поудобнее и поверьте, скучно не будет. Но начну с того, что взбудоражило нашу общественность. В августе Министерство просвещения утвердило список из 37 патриотических песен для изучения в школах. Туда вошли композиции «Шаман. Моя Россия», песни Газманова «Офицеры и вперед Россия», а также произведения Дениса Майданова и Сергея Трофимова. Список создавали с участием экспертной группы, куда вошли дирижер Валерий Гергиев и оперный певец Ильдар Абдразаков. И тут появляется Ксюша Собчак. В интервью телеканала «Москва-24» она назвала такой выбор «вкусовщиной». По ее словам, эти исполнители еще должны быть проверены временем. Собчак заявила, что в России есть огромное количество прекрасной музыки прошлых лет, которая более достойна для изучения в школах. Телеведущая уточнила, что она не против военных песен, но современная музыка у нее вызывает вопросы. Впрочем, стоит отметить, что школы сами принимают решение, использовать ли им рекомендованные произведения или нет. А сейчас внимание! Обязательно досмотрите до конца, потому что дальше я расскажу вам, как встретили в Грузии известную певицу Лайму Вайкуле, которая скоро собирается туда с концертом. Такого приема она точно не ожидала. Если заинтересовала, тогда продолжаем. Но сначала расскажу, как народный артист России Сергей Безруков мощно высказался о защите русской культуры, которую так хотят отменить на Западе. Сейчас актер находится в Ташкенте на гастролях, приуроченных к 130-летию юбилея великого поэта Сергея Есенина. На пресс-конференции Безруков прямо сказал: «Русскую культуру отменить нельзя запретить. Многие в истории пытались это делать, и заканчивалось это плохо для тех, кто отменял». Он назвал запрет русской культуры и языка несусветной глупостью, которая ни к чему хорошему не приводит. Актер подчеркнул важную мысль. В отличие от политиков, культура остается вне временных смен власти. Те, кто выступает за культуру, работают на вечность, а те, кто пытается с ней бороться, стираются в памяти истории навсегда. Кстати, в начале октября Сергей Безруков выступил в Константинове, на малой родине поэта, со своим спектаклем «Хулиган. Исповедь», а потом и в Рязани. По словам актера, любовь Есенина к родине – яркий пример всем нам. И вот мы подошли к самой скандальной новости на сегодня. 71-летняя певица Лайма Вайкуле анонсировала большой сольный концерт в Тбилиси на 5 декабря. Организаторы назвали это одним из самых ярких событий сезона и обещали живой звук, культовые хиты и шоу «Балет Freedom» в отеле «Шератон Гранд Тбилиси». Реакция грузинской публики оказалась резко негативной. Билеты стоимостью от 2,5 до 11,5 тысяч рублей практически не продаются. Пустуют и дешевые и дорогие места. В социальных сетях артистку высмеивают и называют позорницей. А все потому, что, отвернувшись от России, она и дальше продолжает петь на русском языке и зарабатывать на русскоязычной аудитории. Вот такой вот парадокс. Комментаторы советуют певице перестать использовать русский язык, если она так ненавидит Россию, и критикуют за то, что она давно не поет вживую, а использует фонограмму. Один из комментаторов так и написал: «Зачем за такие деньги слушать фонограмму или безголосое пение?» А некоторые предлагают ей и вовсе завершить карьеру. Цитирую: «О Боге надо думать, уже цветы на подоконнике выращивать и кошек выгуливать». Согласны? Но это не первый провал Лаймы. Ее летний фестиваль в Юрмале тоже столкнулся с трудностями. Билеты туда раздавались практически бесплатно, чтобы создать хоть какую-то видимость спроса. Музыкальные критики уже назвали его самым провальным за всю историю. Артистка рассчитывала, что страны постсоветского пространства ждут ее с распростертыми объятиями, еще готовы платить за это баснословные деньги. В реальности оказалась гораздо жестче. Надежда у Вайкуле все еще теплится, но уже можно с большой долей вероятности предположить, что аншлага точно не будет. И пока Безруков говорит о невозможности запретить русскую культуру, Вайкуле сталкивается с тем, что отказ от своих корней – это путь никуда. А споры о том, какую музыку изучать в школах, показывают, вопрос культуры сегодня невероятно актуален. Вот такие новости на сегодня. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. И ставьте лайки, если видео было полезным. И до скорой встречи!